Схематично, друзья, перед и вырез горловины у нас оформляется вот таким образом. Вот видите, у нас передняя регланная линия и здесь вырез треугольной формы горловины. Вот наши планочки. Сейчас мы находимся вот здесь. И дальше пойдет у нас вязание, и мы будем здесь оформлять вырез по переду. И заодно здесь оформляются полочки. Мы сперва здесь будем определяться, какую глубину выреза горловины мы хотим. И вот отсюда у нас измеряется глубина нашего выреза горловины. В моем случае 20 сантиметров. Чтобы здесь имело 20 сантиметров глубины, сколько рядов мы должны вязать? Для этого, друзья, 20 сантиметров умножаем нашу плотность вязания по высоте. Это показатель тоже, друзья. Многие из вас знаете. Если кто не знает, посмотрите мое видео. Там объясняется плотность вязания по высоте. И в моем случае это цифра 2,6. И когда мы умножаем, у нас получается 52 рядов. Значит, когда мы вяжем 52 рядов здесь поворотными рядами, у нас получится 20 сантиметров высоты нашей выреза горловины. Где-то 1/3 части нашу глубину горловины, вот эта часть, мы здесь не будем добавлять петли. Вязание пойдет поворотными рядами, и мы накиду будем добавлять только по регланной линии. И эта высота у нас, соответственно, будет 16 рядов. И после 16 рядов остается у нас, когда от 52 рядов отнимаем 16 рядов, у нас останется 34 рядов. 34 рядов мы будем здесь добавлять петли. И будем добавлять по 4 петли. Эта цифра откуда? Сейчас я вам коротко объясню. Вы знаете, спинка у нас 25 петель. И перед тоже, когда будет готово, когда не включая наша регланная линия, должно быть 25 петель. И здесь по планкам у нас идет по 9 петель. И когда их соединяем, когда закончим наш вырез по переду, должен быть 18 петель. Но у нас здесь будет 17 петель. Почему одна петля меньше будет, я вам по ходу вязания на практике покажу.
И здесь у нас останется 17 петель. И чтобы здесь было 25 петель всего, нам не хватает здесь 8 петель. Это 8 петель мы будем делить на правую и левую части. Значит, на правую сторону добавляем 4 петли и на левую сторону добавляем 4 петли. И с этим по переду тоже у нас будет 25 петель. По идее, знаете, всегда количество петель переда должно равняться общему количеству петель спинки. И исходя из этого у нас вот такие идут расчеты. Теперь, друзья, эти 4 петли как мы будем добавлять? У нас остается 34 рядов. 34 ряды мы будем разделить на 4 петли. И у нас получится 8,5 рядов. Эта цифра у нас должен быть в четном количестве, друзья. Поэтому мы берем 8. Значит, в каждом 8 ряду мы будем добавлять по одной петле. Значит, вот здесь мы добавили одну петлю, вязали 7 рядов, потом опять на 8 ряду добавим петлю. Опять 7 рядов мы вяжем без добавления, опять будем добавлять петлю. Пока мы не закончим вырез горловины, у нас вязание пойдет поворотными рядами. А когда мы закончим добавление 4 петель с обеих сторон, здесь соединим правую и левую полочку в этой области, и потом у нас вязание пойдет по кругу. Это все я вам на практике покажу. Наши планки 9 петель вяжутся всегда лицевыми петлями и на лицевой стороне, и на изнаночной стороне. На лицевой стороне мы добавляем накиды возле регланной линии, оформляем 4 реглана таким образом. И на изнаночной стороне, кроме петли планки, все петли вяжутся изнаночными петлями. Мы будем вязать 16 рядов. Это откуда мы знаем? Вот здесь у нас вот так появляются наши регланные дырочки. Дырочка становится 8 штук. И значит, мы знаем, что мы провязали 16 рядов. Вы будете сами самостоятельно вязать. И мы с вами увидимся, когда будем начинать 17 ряд вязания. Вот, друзья, вязали 16 рядов. Теперь будем добавлять петли после планки. После красной маркировки добавляем накид. И провяжем остальные все петли, как вязали до этого. До этой маркировки добавим накид и вяжем ряд до конца. А на изнаночной стороне, друзья, эти добавленные накиды возле красной маркировки вяжем скрещенной изнаночной петлей, чтобы здесь не образовалась дырочка. И следующее добавление мы сделаем через 7 рядов. Кроме 4 петли, еще мне пришлось добавить еще по одной петле. Это я добавила в 49 ряду. Всего у меня связано здесь 52 ряда. Теперь нам придется соединить передние полочки. Если хотите кардиганчик с пуговками, тогда можете таким образом продолжить вязание поворотными рядами. Здесь откроете петли в соответствующей стороне. До конца, до подоля будете вязать, продолжая наши планки. И у вас получится кардиганчик. С
Сейчас здесь, друзья, обратите внимание, отрезаем рабочую нить. Теперь наше начало вязания будет с правой стороны. В области реглана мы присоединим рабочую нить. Теперь у нас начало нового ряда пойдет отсюда. До этой части кофточки все петли проводим на эту спицу. А эта нить у нас пока вот так останется. И вот это у нас регланная линия. Подкрепим нашу рабочую нить. Начнем вязание. Друзья, на этом ряду мы начнем узоры по переду. И будем соединить наши полочки в центре. Когда мы узор начинаем, друзья, после планки посчитаем 8 петель. И 3 петли будут изнаночные петли. 15 петель раппорт узора. 3 петли будут изнаночными петлями. Значит, после 2 петель вяжем эти 3 петли изнаночными петлями. Начинаем наш узор с первого ряда. 2 изнаночные, накид, 3 петли вместе с наклоном вправо. Переправим 3 петли. Эти все 3 петли провяжем вместе. 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе с наклоном влево. 3 петли берем и вяжем их вместе. Накид, 2 изнаночные. Вот закончили раппорт узора. После этого 3 петли провяжем изнаночными петлями. И продолжим наше вязание. После изнаночной петли 8 лицевые петли. Потом пойдут наши планки. Последнюю 9-ю петлю с правой планки и первую петлю с левой планки. Эти петли мы провяжем вместе. Здесь, знаете, помните, мы оставляли нить. Вот эту нить будем закрепить рабочей нитью. Продолжим наше вязание. После планки посчитаем 8 петель. И начнем здесь тоже узор. Теперь продолжим наше вязание. Оформляем регланную линию, петли рукава. Сделаем круг. Оформляем регланную линию. Когда доходим до начала ряда, мы с вами встретимся. Дошли начала ряда. Поставим желтую маркировку. Теперь начинается у нас четный ряд, новый ряд. В этом ряду, друзья, узор вяжется по рисунку, а накиды вяжутся лицевыми петлями. Петли планки вяжутся изнаночными петлями. После красной маркировки петли до узора вяжем лицевыми петлями. Начинается узор. А дальше пойдут лицевые петли.
сделаем круг, и мы с вами в начале нового ряда встретимся. Дошли до начала нового ряда. Теперь начинается новый ряд. Для узора нечетный ряд. Доходим до нашей регланной линии, друзья. По регланной линии добавилось по 27 петель. И для нашего размера это достаточно. Теперь нам придется отделить рукава. И тело кофточки будем вязать отдельно. Вот эту регланную петлю добавим на полочке. Дошли до регланной линии. Регланная петля добавляется на спинку. Мы отделили левые рукава. Мы будем соединить полочки спинки. И здесь обязательно оформляем подрез. Для подреза я добавляю 10 петель. Я всегда подрез оформляю таким образом, что в итоге у меня подрез получается без швов. Отдельную спицу другой расцветкой пряжи набираю простым способом 10 петель. Эти петли буду провязывать для подреза. Теперь вяжем петли спинки. Доходим до регланной линии. Регланную петлю добавляю на спинку. И теперь будем отделить петли правого рукава. И после этой маркировки регланную петлю будем добавлять перед. Вот теперь начинается новый четный ряд. Отделили обе рукава. Теперь начали вязать тело кофточки. И вязание у нас пойдет по кругу. По переду оформляем узор. Платочная вязка у нас продолжается. Приступим к вязанию рукава. Правый рукава связала без вас. Покажу, как мы начнем вязать рукава.
Для этого все наши петли, которые находятся в нити, переводим на спицу. И заодно здесь все петли разделяем на 3 спицы. И еще здесь добавляется в области подреза. Вот так поворачиваете, и здесь вот видно головки петли. Помните, в области подреза мы добавляли 10 петель. Когда поднимаем петли, у нас получится всегда одну петлю больше, и здесь мы поднимем 11 петель. На переднюю сторону 5 и на спинную часть 5 петель. И в середине будет у нас одна петля, и эта петля у нас будет ориентир на нижнюю линию рукава. Первая петля, вторая петля, третья, четвертая, пятая и шестая у нас будет для линии. Это мы отделяем. Ставим маркировку, поднимем шестую петлю. С этой стороны тоже поднимем 5 петель. На нижней линии рукава присоединим рабочую нить. Вязание на рукаве тоже пойдет по кругу. Переход обязательно будет на расстояние. Чтобы здесь дырочки не образовалась, здесь тоже добавим одну петлю. И продолжим наше вязание. Эту петлю давайте провяжем скрещенной петлей. И вот теперь у нас переход не чувствуется. В верхней части рукава всегда оставляю отметочку. На этой стороне тоже оставляла. Когда надо будет, сопоставим обе рукава. Вот, дошли до петли подреза. Вот здесь тоже такое большое расстояние, друзья. Здесь тоже добавим одну петлю. И продолжим наше вязание. Первую петлю подреза берем скрещенной лицевой, чтобы дырочка не было. Вот, друзья, мы сделали один круг. И здесь начинается новый ряд, второй ряд. Всего здесь у нас 80 петель. Нам надо сужить рукава до манжета. Сужение производим, как всегда, по нижней линии рукава. Вот здесь видно одна петля, которую мы отметили с маркировкой. Это будет у нас нижняя линия рукава. И по этой нижней линии рукава с обеих сторон будем сокращать петли. И в начале 10 петель будем сокращать каждый пятый ряд. Сократим 5 раз каждый пятом ряду. Дальше пойдет сокращение каждый 15 ряду. 14 ряд провязали. На 15 ряду мы сокращаем с обеих сторон по одной петле. Таким образом, друзья, еще будем сокращать 10 петель.
всего мы сократим 20 петель. И в конце для узора у нас останется 60 петель. И здесь помещается 5 раппорта узора. Еще хочу отметить, друзья, будем начинать узор, когда здесь у нас останется 13 сантиметров. Когда у вас тоже для закончения рукава останется 13 сантиметров, вы здесь начнете вязать узор.